Всем привет! В этом видео разберем Лупу, огненную волчицу из Wuthering Waves. Она пятизвездочная фьюджн героиня с двуручным мечом. И ее роль не просто размахивать тяжелым мечом. Она здесь, чтобы усилить вашу фьюджн команду бафами и при этом выдавать приличный урон сама. Сразу скажу, ее геймплей не про сложные комбо или тонны механик. Главное у Лупы это мощные бафы для команды и долгий стабильный урон. Она идеальна в моно-фьюджн пачках, где ротации длинные, но и урон всей команды высокий. Так как же она работает? Начнем с главного, ее ульты. Это сердце ее билда. Стоит 125 энергии и перезаряжается 20 секунд. То есть ульта всегда будет доступна вовремя. При использовании наносит AOE фьюджн урон, а еще она запускает все главные механики ее геймплея. После ульты у нее заполняется форте полоска, которая делится на два ресурса. Wolf Flame, красная полоска, и Wolf Face, пара светящихся волчьих голов. Говоря просто, Wolf Flame накапливается от базовых атак, скиллов и ульты. Но главное, ультой она сразу получает полный заряд Wolf Flame, так что все остальное можно почти игнорировать. Wolf Phase дает за определенные усиленные атаки, которые тратят 50 Wolf Flame. Это, условно скажем так, премиум ресурс, нужный для ее самых сильных умений. Когда у нее есть 2 очка Wolf Phase, она может использовать усиленную Forte Skill. Он наносит высокий урон, заряжает концерт энергию и активирует псевдо-координированную атаку. Почему псевдо? Потому что атака похожа на координированную, но она таковой не считается. То есть, по сути, Люпа выходит на поле боя вне своего хода фактически. Но вернемся к ульте, потому что она не только дает ресурсы, но и активирует два мощных бафа. Это Pact Hunt и Glory. Разберем их подробнее. Пак Ханта дает всей команде плюс 6% атаки и плюс 10 фьюджн бонус урона против оверлордов и каламити врагов, то есть боссов и четверок. Если использовать 2 интро от других персонажей, получаем еще 12% атаки, в сумме 18. А если у тебя вся команда фьюджн, то бонус урона повышается до 20%. Если ты все активируешь правильно, 2 интро плюс 3 фьюджн персонажа, то Pack Hunt превращается в Wild Hunt. И Лупа может сделать супер взрывной усиленный скилл Nowhere to Run. Но после этого все бафы Pack Hunt и Glory исчезнут, так что используйте с умом. Glory позволяет всей команде игнорировать фьюджн резисты врагов. 3% по умолчанию, 6% если у тебя 2 фьюджн персонажа, и 15% если у тебя полная фьюджн команда. Отличный способ пробивать защиту врагов. Теперь важный момент. Оба эффекта длятся 35 секунд, а полные ротации почти никогда не длятся дольше. То есть эти бафы можно считать почти пермоментными. Но если ты активируешь новое to run, то есть интро, усиленное интро лупы, они исчезают и начинается следующий цикл. Теперь про саму ротацию. Сразу после ульты, если нажать базовую или скилл атаку, активируется Фойбрикер. Лупа подпрыгивает и обрушивает мощный удар сверху. Отличное открытие для комбо. А еще это запускает Burning Match Point. Временный баф, который в теории ускоряет накопление Wolf Flame с базовых атак. Но она и так уже с полным Wolf Flame после ульты, так что это почти бесполезно. Что важно, именно в этом состоянии она может использовать усиленный Forte Skill. И вот тут начинается самое интересное. Ее воздушные атаки сами по себе не особо примечательные, но если у нее больше 50 Wolf Flame, а будет после ульты, ее третья воздушная атака превращается в Fire Strike. Это улучшенный удар с высоким сопротивлением к прерыванию. И плюс вы сразу получаете 2 Wolf Face, то есть 2 головешки волка над полоской форты. Сразу после Fire Strike можно нажать базовую атаку и сделать Wolf Claw. Еще одну мощную усиленную тяжелую атаку с тем же бафом. И таким образом при помощи Fire Strike мы получаем одну головешку, и при приземлении и нажатии базовой атаки мы получаем вторую головешку. То есть 2 Wolf Face сразу.
Итак, вся ротация примерно такая. Кастуем ульту, получаем полный Wolf Flame и 2 Wolf Face. Активируем бафы Pack Hunt и Glory. Используем Firebreaker в воздухе и Fire Strike. Плюс Wolf Claw. После этого усиленная способность, дополнительный урон и поддержка команды. И переключаемся на остальных членов команды. То есть, вот сейчас я покажу визуально вне боя, вот, чтобы чисто было видно, как движения выполняются. Вот, используем ульту. Теперь подпрыгиваем, делаем воздушную атаку, и этим мы зарабатываем один черепок, этот Wolf Face. И когда мы приземляемся, самое главное не забыть активировать еще одну базовую атаку, чтобы получить второй черепок. Сейчас его нету, потому что мы вне боя, ну, из этого не видно. И когда вы заполните вот этих 2 черепка, этих 2 головы волка, то есть, у вас активируется точнее не спец, а усиленная база, усиленный скилл, извиняюсь. И теперь в теории у вас должен быть заполнен концерт, и вы уже переключаетесь на другого перса. Сейчас я покажу на обычных врагах, потому что на элитных не всегда видно все хорошо, потому что элитные враги всегда большие по размеру. Значит, вот начинаем с лупы, активируем ее эхо, чтобы бафнуть высвобождение резонанса и бафнуть пира урон команды. Используем ульту. Теперь делаем атаки в прыжке, то есть подпрыгиваем и делаем атаки в прыжке. Когда приземляемся, делаем легкую атаку, пока не получим вторую голову волка. Используем скилл и теперь переключаемся уже на любого члена команды. Кто у вас там? Все зависит от того, какая у вас команда, естественно. И, собственно, вот все. Сейчас покажу в бездне еще. Вот сейчас я покажу полную ротацию. В данном случае я буду использовать ее идеальную команду. Это Бранд и Чан-Ли в команде. Здесь же можно, например, Чан-Ли заменить на Энкор или же заменить на Чисию. По сути, геймплей будет таким, чтобы начать с лупы, активировать все ее бафы и концерт, переключиться на Бранта. То есть лупа бафнет Бранта, по сути. Брантом выполнив всю его ротацию и переключиться на Чан-Ли. Таким образом, Брант бафнет Чан-Ли и еще останутся бафы от лупы. Вот, и начинаем. Начинаем с лупы, естественно. Эхо, ульта. Подпрыгиваем, атака в воздухе. Собираем вот эти волчьи головы. Используем скилл. Переключаемся на следующего персонажа. Делаем ротацию за него. Не забываем использовать ульту, если возможно. Тогда лупа на поле боя появится, нанесет дополнительный урон. Следующий персонаж. Делаем его ротацию. И возвращаемся на лупу. И все заново. Главное, не забываем, что перед ультой нужно использовать эхо. Ульта снова. Прыжок. Атака в прыжке. Скилл. Бранд. Ну, точнее, в моем случае Бранд, но следующий персонаж, короче говоря. И все. Еще может быть такой случай, у меня он случался. Если вы начинаете ротацию с лупы, то есть она первая открывает бой, скажем так, у вас может получиться так, что после использования ульты у вас недостаточно концерта. Потому я обычно, пока собираю концерт, то есть пока ульта у меня заряжается, я использую ее резонанс скилл, все 2 резонанс скилла, и плюс, когда заряжаю вот эти Wolf Face, пока ульта не заряжена, я их тоже использую.
И все. То есть к этому моменту надо постараться больше половины концерта зарядить, чтобы после использования ульты и использования всех ее основных умений у вас было достаточно концерта, чтобы переключиться на других членов команды. Ну и, собственно, чтобы бафы бесследно не пропали, а с пользой. Ну, давайте посмотрим еще на созвездие Лупы и как они на нее влияют. Первое, S1. При активации ульты Fire Kissed Glory восстанавливает 10 концерт энергии. Отлично, чтобы завершить ротацию без лишних костылей. Дает плюс 20 крит рейта на 20 секунд. Приятный буст личного урона. А еще при использовании Dance with Wolf Climax, то есть заряженная атака, Люпа становится невосприимчивой. Никаких срывов анимации, просто уверенный урон по цели. Второе. Созвездие. S2. Использование Fire Kissed Glory, то есть ульты. Wolf Gnawing, это заряженная атака. Wolf Claw или Fire Strike, то есть атака в прыжке. Дает плюс 20 фьюджен урона бонуса всей команде на 30 секунд. Эффект стакается до 2 раз. Можно получить до 40 бонуса. S3. Урон интроумения Nowhere to Run увеличен на 100%. Теперь это не просто добивалка, а настоящая бомба. Пак Хант больше не требует 3 фьюджен персов. Теперь можно играть не только в моно фьюджен команде. Эффект Глория обновлен. Теперь при касте ульты всей команде дается 15 фьюджен порезки резистов на 35 секунд, без требований к составу команды. Четвертое, S4. Урон Dance with the Wolf Climax увеличивается на 125%. S5. S5. Использование любого интроумения дает плюс 15% бонуса урона к высвобождению ульты. Точнее, к высвобождению резонанса, ну то есть по сути бонус к ульте. И S6. S6. Урон от Dance with Wolf Climax, Fire Kissed Glory и Nowhere to Run игнорирует 30% защиты цели. Feral Funk восстанавливает 100% Wolf Flame при попадании раз в 2 секунды. Климакс теперь доступен даже вне состояния Burning Match Point. Ну что ж, теперь давайте посмотрим, какое оружие лучше всего подходит для лупы. Начиная с самого хорошего и заканчивая опциями для фри-то-плей игроков. В общем, выбор у нее неплохой. Wildfire Mark. Ее сигнатурка. И, как вы уже догадались, лучшее оружие без вариантов. Высокая базовая атака. Куча крит бонус урона. Баф на высвобождение резонанса. И самое жирное, 24% баф урона всей команды. Это идеальное оружие для лупы. Если у тебя есть возможность его получить, даже не думай, сразу бери. Age of Harvest. Сигнатурка Джинси. Просто хорошая палка с крит шансом и базовой атакой, которая по статам отлично заходит лупе. Она может использовать весь потенциал пассивки, но есть один нюанс. Этот баф работает только на Фойбрикер после ульты, а это всего лишь 1/8 ее урона. Так что да, опция сильная, но не оптимальная. Verdant Summit. Сигнатурка Дзеяния. Ситуация похожа. Тоже крит шанс и хорошая базовая атака. И лупа может использовать баф на Wolf Claw. Но эта атака всего 1/16 ее урона. То есть как стак палка подойдет, но мощи, как у сигнатурки, тут нет. Lustrous Razor. Неожиданно, но оружие со стандартного баннера. Очень достойный выбор для лупы. Да, вторичный стат это атака, что не всегда идеально, но у нее и так много дэмэдж бонуса.
Это оружие еще и усиливает ее ульту. А главное, дает ей энергию, которая ей реально может не хватать. Так что если нет Wildfire Mark, то есть сигнатурки, вот это твой новый лучший выбор. Autumn Trance. Оружие из Battle Pass и лучшая 4-звездочная опция. Дает крит и баф атаки, но при этом Lustrous Razor все равно выигрывает за счет нужных ей статов и регена энергии. Autumn Trance отличный вариант, особенно если ты платишь за БП, но все же не топ выбор. Waning Red Shift. А вот это уже чистый фри-то-плей топ. Дает восстановление энергии при использовании резонанс скилла, что облегчает сборку лупы. Она реально часто требует дополнительно много энергии, чтобы по ротации использовать ульту. Вполне рабочая и надежная опция. Helios Cleaver. Баф к атаке тут есть, но баф от пассивки почти не работает, потому что он завязан на стакающемся эффекте от резонанс скилла, а у лупы с этим все туго. Все равно лучше любого 3-звездочного меча, но чисто промежуточный вариант. Broad Blade of Night. Самое доступное фри-то-плей оружие, если у тебя вообще ничего больше нет. Даст немного атаки. Хватит, чтобы как-то играть, но серьезно, если у тебя только оно, постарайся выбить Lustrous Razor. Он даст гораздо больше пользы, чем это 3-звездочное оружие. Переходим к одной из самых важных частей билда для лупы. Это выбор эхо-сета и оптимальные статы. И да, тут все довольно очевидно, но нюансы все же есть. Особенно если вы хотите выжать максимум из лупы. Ее, по сути, скажем так, сигнатурный сет, это вот этот вот Flaming Claw Print. Набор, сет. Дает 10% фьюжн бонус урона, просто так. При активации ульты дает всей команде 15% фьюжн бонуса урона. И самому владельцу плюс 20% урона, бонуса урона ульты. Все это длится 35 секунд, то есть если по ротации все делаете, эффект активен почти всегда. Это не просто эхо-сет под нее, это ее родной сет, то есть сигнатурка фактически. Идеально подходит под ее стиль. Она начинает ротацию с ульты, получает бонусы к своему основному типу урона. И еще раз раздает бафы всей команде. Особенно если у тебя еще и фьюжн ДПС в команде. Сочетание урона плюс поддержки. Просто идеальная комбинация. И под все это главным эхом, то есть четверочкой будет, естественно, вот это вот Leones of Glory. Тут как бы другого варианта нету, потому ошибиться очень даже сложно. Урон во время призыва пассивно дает плюс 12 фьюжн бонуса урона и плюс 12 бонуса к высвобождению, точнее к ульте. Просто будучи главным эхо в слоте. Можно использовать в любой момент ротации универсально и эффективно. Можно в любом, но лучше всего перед использованием ульты, чтобы усилить ульту. А еще лучше, если баф от Чан-Ли получили, так еще и это эхо сверху. То есть ульта бабахнет, причем больно. И еще один вариант, это наш старый Fusion Set. Molten Rift тоже может подойти, но здесь уже есть нюансы. Он дает лупе неплохой личный урон, но не бафает усиленное интро. И баф не действует на ульту. Если не использовать Animation Cancel. Ну, то есть, если не отменить анимацию. Технически можно активировать баф перед ультой. Кастуешь скилл один раз, мгновенно жмешь ульту и тогда получаешь баф на ульту. Если умеешь, то все получится идеально. Удлиняется ротация, потому что хорошее эхо этого сета это мотоциклист. А их нужно кастовать в конце ротации. Теряется темп. Нет бафа всей команде, как у Flaming Claw Print. Так что даже если твоя лупа выдает больше личного урона, общий вклад в команду падает. И лучший основной эхо под этот сет это, естественно, мотоциклист. Тут тоже как бы не потеряешься. Единственное, что нужно выбирать именно вот этого
Nightmare мотоциклиста. В данном случае. Дает 12% фьюджен бонуса урона. Неплохой урон сам по себе наносит. Но, опять же, растягивает время ротации. Теперь перейдем к лучшим статам. Ну, то есть, при выборе эхо. Четверочка, тут, конечно, как всегда. Шанс крит урон. В зависимости от того, чего больше всего не хватает, или что больше всего нужно. Дальше у нас 3 тройки. Точнее, 2 тройки, извиняюсь. В лучшем раскладе это будет 2 фьюджен бонус на урон. И если вдруг сил атаки не хватает, то есть не дотягиваете до предела, то можно взять на силу атаки одну из троек. И обе единички, естественно, на атаку. Тут несложно. И что насчет статов? То есть конечных, когда вы все прокачаете. Извиняюсь, пропустил я субстаты. В субстатах ищем восстановление энергии до нужного предела. Крит рейд и крит дэмэдж в любом случае. И уже по возможности атаку в проценте, атака беспроцентная и бонус урона ульты. Вот теперь уже к статам. Атака минимум должна быть 1800, это минимум. В идеале 2500 и больше. Бонус фьюджен урона 60% это вне боя. Крит урон 65-80 будет достаточно. Крит урон минимум 215, но в идеале чем больше, тем лучше, естественно. И восстановление энергии 115 уже хорошо, но в идеале нужно 130, чтобы постоянно ульта была готова. Ну что ж, давайте завершим наш гайд подбором лучших членов команды для лупы. И как вы уже могли догадаться, чем больше фьюджен персонажей, тем лучше она раскрывается. Но есть и рабочие альтернативы, если у вас нет всех топовых персонажей. Топовая монокоманда. Чан-Ли, Бранд, Лупа. Вот где Лупа показывает себя на 100%. Это команда мечты для фьюджен команд. Бранд. Основной урон и саппорт. Чан-Ли. Мощный саб, ДПС и баффер. Лупа. Финальный кусок пазла, дающий бафы и усиление команды в целом. Но что делает эту команду настолько сильной? Это идеальное взаимодействие аутро умений. Лупа отдает аутро, усиливая басик атаки Бранта. Бранта дает аутро, усиливая резонанс скиллы Чан-Ли. Чан-Ли завершает круг, усиливая ульту Лупы. Все, цикл замкнут. Команда бафает друг друга по кругу и разрывает любого босса. Плюс Бранд дает лечение и щиты, так что никакой шорткипер или Верина не нужны. Можно играть агрессивно, не теряя выживаемости. Дальше. Полупремиум моно фьюджен команда. В первом слоте у нас Чан-Ли или Бранд, в зависимости от того, кто у вас есть. Дальше у нас Лупа. И в последний слот, ну точнее последним членом команды будет Энкор. У меня ее просто нету, потому визуально представьте себе, что она здесь вот у меня в команде как бы. Если у вас нет одного из дуэта Чан-Ли Бранд, Энкор отличная замена. У нее много атак через басики, то есть через базовые атаки. А значит, она может полностью использовать баф от аутро Лупы. В варианте с Брантом плюс Энкор плюс Лупа желательно отдавать аутро от Лупы в Бранта, потому что его басики скалируются лучше, чем у Энкор. Да, эта команда лучше чуть слабее идеальной троицы, но все еще остается очень сильной, особенно для фри-то-плей игроков. И последний вариант команды это дуо фьюджен с саппортом. Бранд, Лупа, Шоркипер. Если у вас нет 3 фьюджен персонажей, можно собрать и двойную с поддержкой. Тут Шоркипер выполняет роль саппорта, дает бафы и хилит. А Лупа выступает как саб ДПС и баффер, усиливая Бранта, который наносит основной урон. Важно, на S3 Лупа снимает ограничение монофьюджен с ее пак-ханта, что позволяет получить все бафы, даже если в команде только 2 фьюджен персонажа. Но все равно, монофьюджен команда остается сильнее, даже с S3.